Всем привет! Вы на канале World of Money Мир банкнот. С вами Артур. Очередное пополнение на моем канале. Получил такое вот письмо. Принимал участие в аукционе и выиграл несколько банкнот. Давайте же сейчас вскроем это письмо и посмотрим, что там внутри. Друзья, я знаю, что многим зрителям нравится процесс распаковки, поэтому я его не вырезаю. А кому это не интересно, просто прокрутите видео вперед. Сейчас еще скажут, зачем я в перчатках вскрываю конверт. Ай-яй-яй. Мое видео, мои банкноты. Как хочу, так и делаю. Вот видим банкноты. Сейчас мы рассмотрим их по отдельности. Итак, первые три банкноты. Россия, казначейский разменный знак 1915 года. 1 копейка, 2 копейки и 5 копеек. С 1915 года, с началом Первой мировой войны, из-за дефицита металлов выпуск медной и серебряной монеты был сильно сокращен. Рубль стал быстро терять покупательную способность, но потребность в монетных копейках все еще оставалась высокой. Для восполнения дефицита постепенно исчезающих из оборота монет и в соответствии с указом правительства от 6 декабря 1915 года были разработаны и введены в обращение специальные казначейские разменные знаки номиналом 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 и 50 копеек. Мелкие банкноты без указания даты. Бумага имела водяные знаки в виде объемных ромбов. Вначале были напечатаны бумажные копейки номиналом 1, 2, 3 и 50 копеек. Позже были напечатаны купюры номиналом 10, 15 и 20 копеек. Однако в обращение они так и не попали. Как утверждает один источник, из-за опасения, что население начнет путать их со схожими по цветам более мелкими номиналами. А второй источник утверждает из-за выпуска денег марок таких же номиналов. Основная часть такого тиража была уничтожена, поэтому эти бумажные купюры царской России в настоящее время представляют для бонистов большой интерес. Спрос на такие банкноты всегда был высоким. На разменном билете в 1 копейку написано «Имеет хождение наравне с медной монетой». На билетах 2, 3 и 5 копеек имеют хождение наравне с медной монетой. На билетах 10, 15, 20 и 50 копеек имеет хождение наравне с разменной серебряной монетой. Итак, 1, 2 и 5 копеек. Лицевая сторона. Фоновый прямоугольник, состоящий из мелких узоров. По периметру фона рамка с геометрическим орнаментом. Внутри рамки размещен малый герб Российской империи образца 1883 года. Ниже крупным текстом «Копейка». По бокам цифровой номинал. Внизу надпись 2 строки. Имеет хождение наравне с медной монетой. Вот видим водяной знак в виде объемных ромбов. Банкноты в прессе. Оборотная сторона. Также фоновая рамка из волнистых переплетающихся линий. Посередине таким же цветом изображен малый герб Российской империи образца 1883 года. По сторонам черным цветом указан номинал цифрой, под которым слово «КОП». Внизу горизонтальная надпись черной краской. Подделка билетов преследуется законом. Размеры всех банкнот 80 на 45 мм. Ну и как мы можем не обратиться к каталогу банкнот Coins Moscow. Информацию по этим разменным знакам находим на странице 127 третьего обновленного издания. Здесь видим таблицу с номиналами и ценами, изображение знаков и водяной знак. Разновидностей у этих знаков нет. Средняя цена в прессе на 1 копейку 400 рублей, на 2 копейки 650 рублей, на 5 копеек 300 рублей.
Вот такие бумажные копейки пополнили мою коллекцию. Идем дальше. Следующая банкнота. РСФСР, расчетный знак 30 рублей 1919 года. Совзнаки. Бумажные денежные знаки, выпущенные Народным комиссариатом финансов РСФСР в 1919 году и имевшие хождение в Советской России и СССР до 1924 года. В связи с эмиссионной политикой были подвержены значительному обесцениванию. Принимались только на территории, контролируемой советской властью, как в РСФСР, Белоруссии, Туркестане, так на Украине и в Закавказье. В отличие от всех прочих выпущенных денег, совзнаки не признавались белыми властями. Совзнаки, фактически являясь деньгами, официально деньгами не назывались, так как заявленной целью советского правительства было построение коммунистического общества, в которой деньги будут отсутствовать. Словосочетание «денежный знак» появилось только на банкноте образца 1922 года. Расчетные знаки образца 1919 года выпускались номиналом 1, 2, 3, 15, 30, 60, 100, 250, 500, 1000, 5000 и 10 тысяч рублей. Их печатали разные типографии. Купюры многих мелких номиналов имели различную окраску, оформление и водяные знаки. На этих расчетных знаках впервые был изображен герб РСФСР. Итак, РСФСР 30 рублей 1919 года. Лицевая сторона. Прямоугольник из мелких волнистых узоров. В середине крупная гелиоширная розетка с числом 30. По бокам такие же розетки, но поменьше. Поверх рисунка, вверху полукругом, расчетный знак. Ниже в 3 строки Российской Социалистической Федеративной Советской Республики. Ниже крупно 30 рублей. Под ним 2 строки. Обеспечивается всем достоянием республики. Внизу крупно указаны серия и номер серии. В данном случае АА-123. В левой части надпись «Главный комиссар Народного банка». Ниже подпись комиссара Пятакова. Георгий, он же Юрий Леонидович Пятаков, советский партийный, хозяйственный и государственный деятель. С 12 июля 1918 по 9 сентября 1918 года первый из руководителей Коммунистической партии Украинской ССР. В 1936 году был осужден по делу параллельного антисоветского террористического центра. В 1937 году приговорен к смертной казни и расстрелян. В правой части кассир. Ниже подпись кассира, в данном случае Быкова. Водяной знак «Теневые звезды». Оборотная сторона. Прямоугольник из мелких волнистых узоров. Посередине большой фигурной рамки изображен герб РСФСР раннего типа с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». Внизу надпись «Подделка расчетных знаков преследуется по закону». Слева и справа расположены цветные гелиоширные розетки с крупным цифровым номиналом 30. Под ним полукругом слово «рублей». Размер 78 на 49 мм. Имело хождение до 1 июля 1922 года. Далее обменивались до 1 ноября 1922 года. Выпускались в листах по 10 штук, 2 в ширину и 5 в длину. Дата не ставилась. И снова обратимся к каталогу банкнот России Coins Moscow. Информация по этому знаку расположена на странице 169 третьего издания. Здесь мы видим, что расчетный знак имеет разновидности по фабрикам госзнака. Печатался в 3 разных фабриках, и на какой именно можно определить по номеру серии. На расчетных знаках этого номинала встречается только серия АА. С номера 201 по 024 печатались на первой московской печатной фабрике заготовления государственных бумаг. Вариантов подписей кассиров 8. Алексеев, Барышев, Гольцов, Ложкин, Демила, Осипов, Стариков, Титов. С номера 053 по 065 печатались на Пензенской печатной фабрике. Также 8 кассиров, все кассиры те же. И с номера 100 по 125 печатались в Уральской печатной фабрике, город Пермь. Тоже 8 кассиров, кассиры Гольцов и Титов. В этих вариантах отсутствуют, появляются другие кассиры – Быков и Гейльман.
Моя банкнота имеет номер 123, следовательно, это Уральская печатная фабрика, город Пермь. И подпись Быков. Быков Михаил Осипович в 1931 году стал жертвой политического террора в СССР и сослан в Мурманскую область, город Кировск. В 1994 году был реабилитирован посмертно. Существует редкий вариант с перевернутой оборотной стороной. Средняя цена такой банкноты в хорошем состоянии от 600 рублей. И последняя банкнота, друзья. Россия, 10 тысяч рублей, 1993 год. Это первый выпуск без модификации. Выпуск 1993-1994 годов. 7 номиналов в этом выпуске. 100, 200, 500, 1000, 5000, 10 тысяч и 50 тысяч рублей. Билет Банка России 10 тысяч рублей был введен 12 марта 1993 года в дополнение к купюрам образца 1992 года. В обращении находился до реформы 1998 года. Дизайн купюры выполнен в зеленых, синих, фиолетовых и красных тонах. Преобладающие цвета фиолетовый и зеленый. В 1994 году были выпущены модифицированные купюры, отличающиеся некоторыми элементами, а также надписью «Выпуск 1994 года». Лицевая сторона. Цветное поле. В центре поля фигурная рамка с изображением Сенатской башни Московского Кремля и флага Российской Федерации. По бокам два узорчатых поля. Ниже расположена полукруглая стилизованная лента с номиналом прописью 10 тысяч. Сверху и снизу ленты имеется микротекст. Ниже под лентой горизонтальное слово «рублей». По бокам от него цифровой номинал 10 тысяч. В самом верху надпись «Банк России». Слева и справа полукругом в зеркальном отображении относительно друг друга находятся два числа 10 тысяч. В правом большом белом купонном поле вверху эмблема Банка России, стилизованные переплетенные буквы ЦБР. Внизу над горизонтальным узором год 1993. Банкнота в хорошем состоянии. Водяной знак расположен в белом купонном поле банкноты. Сенатская башня Московского Кремля. Оборотная сторона. Также цветное поле. В центре этого поля на фоне современных зданий гравюра с изображением части Московского Кремля и Красной площади. Спасская, Сенатская, Никольская и угловая Арсенальная башни Московского Кремля. Слева и справа от гравюры находятся два числа 10 тысяч в розетках. Под гравюрой полукругом поверх числового обозначения номинала надпись 2 строки 10 тысяч рублей. Внизу справа и слева вверху серия с номером купюры. В левом крупном купонном поле внизу цифровой номинал 10 тысяч. Вверху надпись в 3 строки. Подделка билетов Банка России преследуется по закону. Размер банкноты 152 на 67 мм. В каталоге банкнот России Coins Moscow информация по этой банкноте находится на странице 282 третьего издания. Нас интересует информация по первому выпуску. Видим, отдельно выделена стартовая серия АА и следующий диапазон серии АБЛС, а также их цены. У меня серия ГВ. Средняя цена этой банкноты в хорошем состоянии от Verifying до About Uncirculated можно купить от 500 рублей до 1700 рублей, соответственно. А в состоянии Uncirculated от 2200 рублей до 5000 рублей. Такое было у меня пополнение. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всем желаю здоровья, добра, успехов и хороших пополнений в коллекцию. До новых встреч!